нас всех жестко Ну вы поняли. Как говорится, война там какая-то, Иран, Израиль, в итоге что, биток снова 105 и долетал до 106. Просто запустили такую вот, как бы, сказочку о том, что мы там воюем, туда-сюда, ракетами обменялись, США отбили ракеты, короче, вообще Катар предупредили о том, что ракеты будут лететь, ну просто цирк. Опять устроили цирк, на котором, конечно же, побили очень много людей. Здесь вот, кстати, здесь вот очень много было шортистов, особенно на Hyperliquid. 66% людей, трейдеров, топ-трейдеров на Hyperliquid шортили. И потом такой импульс, бам, как вам такое, да пожалуйста, на сколько процентов, бам, это даже не от начала, на 7% импульс, просто всех, кто там с плечами с большими заходил, всех позбривало. И крипта это высоко манипулятивный рынок, вы должны это понимать, и поэтому происходят такие вот вещи. Опять же, все эти уровни я помечал, первый уровень отскока, первый забрали. Видос, вот на видос на канале у меня есть, сейчас покажу. Вот точки входа в лонг, четко показал, где можно BTC отлонговать. Вот эта зона, прям при вас натягиваю ее, как бы вот 3 дня назад показывал, вот отсюда лонг. Пожалуйста, первая зона, отлично. Следующее, листаем видос, смотрим, где у нас следующая зона лонга, который тоже вам показал, от которой мы тоже сейчас получили реакцию. Вот, следующая зона лонга, 0.618, поддержка, вот все это вот зона. Эти зоны отлично отработали. Первая зона, получили реакцию, забрали отскок. Вторая зона, получили реакцию, забрали импульс. И все. Те, кто имеет стратегию, те, кто заранее уже знает, где заходить, что делать, они всегда будут в плюсе. И на таком рынке побеждают только те, кто заранее продумывает, те, кто имеет стратегию. По-другому вас просто сбреет. Потому что, смотрите, здесь большинство думали, что все, война продолжится, хана, короче, ГГ, там, ну, плохо все будет, да. В итоге что? В итоге просто разыграли очередной цирк, ракетами мы туда-сюда друг друга постреляли, ракеты позбивали, и никакой войны нету. И импульс в итоге у нас идет вверх, потому что войны все-таки не будет. Вот, поэтому крипта это высоко манипулятивный рынок, ребята. Вы должны иметь стратегию на любой исход событий. И прямо сейчас, несмотря на то, что мы получили такой импульс, видите, биток стоит в боковике, не может ни вверх, ни вниз пойти. То есть мы сейчас в таком ступоре, потому что Иран нарушил мирное соглашение между Израилем и Ираном. Но в итоге Трамп сказал, что там ничего им не будет за это нарушение, короче, ну просто цирк разыгрывает. И в такие моменты, если у вас нет стратегии, вы не знаете, что делать, лучше не торговать. Еще, кстати, интересная такая картина по BTC, давайте откроем новый график, а то у меня тут сильно так расчерчен. Давайте вот этот график, да. У нас тут образовался бычий флаг, то есть мы видим, что у нас есть нижняя зона этого флага, если вот так вот сделать, бам, и есть верхняя зона этого флага. По этим вот вершинам проводим, так вот, получаем бычий флаг, то есть на импульсе мы растем, у нас бычий флаг. И вот мы сейчас как раз таки пришли в очень сильную зону сопротивления, поэтому мы здесь остались, ну как остались, уперлись, и сейчас будем дальше смотреть, куда пойдет цена. Если мы будем снижаться, допустим, сюда, закроем этот имбаланс и будем дальше расти, отлично. Если мы при подходе к этой зоне никак тут не пробиваемся, только снижаемся, подходим опять сюда, то вероятность пробоя еще ниже. То есть если мы опять сюда придем к нижней границе этого флага, то вероятность, что мы свалимся чуть ниже, гораздо выше. Вот это вот как раз таки зона, которую я тоже отмечал с вами, 95, 92, то есть вот эта вот зона, проторговка, вот она вообще объем такой большой уровень, вот мы первую как бы верхнюю границу протестировали, но вообще вот эта вот основная зона проторговки, к которой мы можем прийти, это 94 тысячи долларов, вот отсюда тоже можно будет смотреть лонги, если мы сюда свалимся. Опять же, я надеюсь, что этого не произойдет, но вот все-таки лонговая зона еще одна, здесь вот находится снизу, и от нее можно будет смотреть лонги, импульсы, отскоки и прочее. Что касается эфира, точно так же вам показывал зоны, и от всех зон мы отскочили. Первая лонговая зона, то есть мы пришли к ней, могли забрать импульс. Вот мы приходили сюда, могли забрать небольшой импульс. Потом вторая лонговая зона, чуть-чуть не зацепили, вот буквально чуть не дошли. То есть вот эти все уровни я еще заранее отмечал, опять же 3 дня видос назад выкладывал, показывал уровни, откуда я буду добирать лонги, здесь, вот 3 лонговые зоны. По эфиру мы пришли к нижней границе нашего боковика, и тоже сейчас пока вот уперлись в сопротивление, вот здесь вот у нас проторговка уперлись, и пока решается, куда мы пойдем дальше, вверх или вниз. Сейчас я бы на рынке смотрел на то, куда все-таки будет движение, вверх либо вниз. От этого будет очень сильно зависеть дальнейшее движение рынка и куда мы будем с вами торговать. Опять же, те, кто хотят торговать более профессионально, получать сигнал, общаться в комьюнити, то есть криптобаза, ссылочка в описании, можете нырять, прочитать, что там находится, и если вам интересно, то вступать. Также в прошлом видосе я говорил, что я буду лонговать нефть, и моя как бы лонговая нефть пошла не по лонгу, а вниз. В итоге у нас фондовый рынок вырос, а нефть у нас упала. Хотя я думал, что будет наоборот. Потому что Трамп сказал, не играйте на руку врага, шортите нефть, нефть не должна расти.
В итоге очень много начало походу шортить, сливать нефть. Как видите, тут большой объем на продажу поступил, и нефть у нас упала. Трамп доволен остался, я потерял 11 долларов, 13 долларов на трейде, как бы ничего так. В принципе, небольшая потеря. Опять же, я никогда не торговал сырье, это была моя первая сделка на сырье. Я понял, что я не разбираюсь в этом рынке, что я больше туда не полезу. Ну и ладно, я буду торговать, пробовать, но в любом случае я понял свою ошибку, что нельзя вот так вот просто, даже если там все совпадает, то есть все факторы, канал хотят перекрыть, там война туда-сюда, но по идее все факторы слаживаются, чтобы нефть начала расти, но нет, Трамп говорит слово, и у нас идет все вниз. Опять же, высоко манипулятивные рынки, не только крипта, но вообще в принципе все рынки, потому что Трамп что-то сказал, полетело вверх, Трамп что-то сказал, полетело вниз. Поэтому всегда нужно торговать со стопами. Те, кто торгует без стопов, вот прикиньте, если бы я здесь зашел там без стопа, у меня просто бы ликвиднуло и все, просто бы ликвиднуло. А так я поставил стоп за вот эту вот проторговку, я получил стоп, свои там 13 баксов, небольшая для меня сумма, и все, дальше нефть пошла без меня, я уже не заходил. Все, поэтому, ребят, если вы торгуете, обязательно используйте стоп-лосс, либо вас просто ваш депозит смоет. На таком рынке, когда у нас так вот все жестко растет, там, кстати, Пиксель объявили о том, что будут скоро листинги на цексах, и он такой подрос неплохо. Кстати, Пиксель еще набирали где-то вот здесь вот в этом диапазоне в криптобазе, в моем закрытом сообществе. В принципе, многие другие монеты себя хорошо показывают. Сей, посмотрите. Посмотрите на эту петарду, ракету. Посмотрите, какие жесткие объемы сюда заходят в сей. Вот, этот токен мы тоже держим. Я тоже про него говорил, писал, что вот сей хороший токен надо покупать. Потом следующее, Айра. Ну, про Айра я тоже рассказывал в прошлых видосиках, то, что мощная такая монета, как раз таки получили коррекцию. И, возможно, дальше будем продолжать движение. У нас очень большие объемы сюда зашли. И я не думаю, что вот это движение локально интересно. Они будут забирать гораздо большее движение. Поэтому крипта у нас продолжит жить, продолжит расти, несмотря на то, что большинство боится, альтсезона не будет и прочее. Альтсезон будет не в таком, конечно, смысле, как он был раньше, но он будет. Как бы, по многим токенам видно, что заходят большие объемы, и эти объемы заходят большие не для того, чтобы заработать 20% движения. Эти объемы будут зарабатывать огромные иксы. Вот, поэтому, как бы, крипту мы откупаем, крипту мы торгуем. И напишите, что у вас там по трейдам, как получается торговать на таком рынке, потому что рынок очень волатильный. Это хорошо для трейдеров, но и если вы торгуете без стратегии, вас просто рынок уничтожит. Поэтому напишите в комментариях, будет интересно почитать. Короче, в итоге нас с битком всех обманули, потому что все думали, что будет война, войны не будет, в итоге отскок. Ну, как бы, типичная ситуация на крипте. И интересно получилось торговать, зону указал, как бы те, кто хотел, мог зайти и заработать. Да, с нефтью не угадал, с фондой не угадал, но все же по битку и по эфиру я угадал, куда мы пойдем, и мы все-таки отскочили. Опять же, может ли быть снижение? Конечно же, может быть. Я буду наблюдать дальше за картиной, смотреть, куда мы пойдем, вверх или вниз, и уже от этого принимать решение. А что делаете вы в рынке? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Ставьте видосику лайк и подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!